Всем здорово, вы на канале Панчик Студио «Сведение без границ». Я сегодня, кстати, с камерой. Это что-то новенькое. И сегодня я вам покажу, как написать бит в стиле Plug GNB, если это, конечно, так называется. Если нет, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях, потому что это новый стиль для меня лично. Я его только, в принципе, начал писать, но мне очень понравилось, какой биточек я сделал. Он у меня уже есть, в принципе, на канале в плейлистах Type Beats. Если интересно, вот тут будет ссылка, можете посмотреть. Сегодня мы разберем вообще, какую прогрессию аккордов я использовал, какие инструменты я брал. Тут, в принципе, всего у меня 2 инструмента, что очень как-то ново для меня, потому что я люблю пользоваться 5-6 инструментами, наверное, в проекте. Покажу, какую драм-партию я раскидал, как это все немножечко подсвел. И я думаю, вам понравится, вы сможете что-то новое черпнуть для себя, если вы, в принципе, тоже хотите двигаться или писать биточки в таком направлении. Я думаю, будет интересно, поэтому не перематывай и поехали к проекту. Мы плавно переходим к проекту, не буду долго нудить. Давайте начнем же с первого инструмента. Это пэт из аналог клаба 5. Я его взял. Тональность у нас ре минор, BPM 136. Давайте послушаем пэт. Очень атмосферный пэт, на мой взгляд, поэтому я его здесь и использовал. В принципе, для такого стилька он очень подходит. Второй инструмент — это лид у нас. В принципе, он задает весь кач и всю мелодию. Давайте же его послушаем. Вот такой вот вышел лид. В принципе, из инструментов у нас все. Давайте просто покажу вам обработку. На пэде у нас такая эквализация. По сайду немного растягиваю. Лид у нас вот такая эквализация. По анменам я раскидываю по ушам. Даю сатурации и пространство реверберация. Собираю все на канале All. Вот такая здесь эквализация. Это освобождение места для вокала в первую очередь. Ну, также я подрезал низ, потому что там была какая-то муть, мне она не очень понравилась. Вот такой даю немного сатурации, подмешиваю на 8%. Вот такая компрессия. Она не прям склеивающая, но она подсклеивает и дает верх, который я, в принципе, захотел здесь услышать. Сатурация вот такая. Сус для подавления резонансов. В моем случае это низ и верх. Дилей. Пространство и halftime автоматизация на куплете. Потом я ее покажу. В принципе, обработка у нас из мелодии все. Давайте перейдем теперь к драм-партии. Начнем, наверное, давайте с хай-хета. Вот так вот у нас звучит хай-хет. Давайте послушаем его. Клэп. Все стандартно раскидано. Вот самое интересное — это бас. Вот такой вот краш. Точнее, наверное, надо было бы сказать крэш, но ничего страшного. Английский я плохо в школе учил. Open head. Снейр. И на куплете я поставил вот такой вот бас. Немного другой. Ребятки, обманул вас, извините за обман, я забыл, просто запамятовал. Я добавил еще одну мелодию во второй части уже припева, которая начинается в середине песни. Вот такой вот синт, давайте послушаем его. Он добавляет вот именно в этом бите очень сильно атмосферу его. Обработка синта, смотрите. Срезаю низ, Pro Q3. Даю вот такую сатурацию обычным Сатурном. Ну и, конечно же, добавляю пространство. То есть этим лидом я немного делаю второй план. Точнее, не немного. Я просто им делаю второй план для насыщенности. Вот именно в тех частях, где он начинает играть. И, естественно, он идет на канал All, где у нас собирается вся мелодия. Также я добавил FX. Сейчас я свои теги немного опущу, чтобы они не мешались мне. Именно здесь я их выключу. Так. Перейдем по FX, пройдемся. Вот он, первый FX у нас. Давайте слушать вообще, в принципе, как он звучит.
второй FX и третий FX. По автоматизации у меня halftime включается вот в этом месте. Это у нас идет куплет, куплетная часть такая. Valhalla Delay, то есть тут у меня отключается delay. Тут автоматизация идет на 808 бас. Я вообще не знаю, зачем я поставил. Она, в принципе, не работает у меня. Вот, то есть она идет на одной громкости. Это ладно, ничего страшного, пусть будет. И автоматизация на мастер-канал, то есть просто в конце все делается тише по стандарту. По аранжировке, что я могу сказать? Ну, тут у меня сначала играет мелодия, тут у меня включается клэп, хай-хэт, и потом все идет по насыщенности, то есть all, я бы так сказал, кроме вот этого синта, который у меня здесь. Потом у меня начинается куплетная часть, что-то я начинаю убирать, что-то я немножечко подрезаю, да. Потом опять идет припевная часть, вот тут уже у нас добавляется синт, потом идет такой бридж, то есть просто играет мелодия. Потом у меня идет уже куплетная часть, то есть у меня включается halftime. Уже у нас изменяется, в принципе, мелодия по звуку и по слуху, если так можно сказать. Включается тут FX, и уже опять идет припев, и в конце, в принципе, все убирается. По обработкам прям сильно ничего такого показывать я не буду. Хай-хэт просто я посрезаю немного низа, подавливаю, даю реверберацию. Клэп тоже я там срезал просто низа, дал дилей, реверберацию. 808. Вот здесь, конечно, уже есть такая очень интересная эквализация. Я немного подрезал низ, убавил саб частоты. Так, по сайду убрал тоже низ. Коробочность у баса убрал и дал ему живости, то есть дал ему воздуха. Вот самый интересный плагин, который я кинул, в принципе, на этот бас, это вот JJP Bass от Waves. Очень хорошо тут сыграл. Пресет как раз-таки JJP Bass 3. Компрессия 2A, кстати, вот такой вам лайфхак. Компрессия 2A вот именно очень хорошо заходит для баса. Попробуйте, вам очень понравится. Мне показалось, что он очень был широкий, и я немного убавил сайда. Кстати, очень хороший плагин, пользуйтесь. Если он вам нужен, я могу дать вам ссылочку на него и посоветовать, откуда можно его взять, можете мне написать в комментарии, либо в личку. Ну и с усом тоже саб-частоты контролирую. Крэш убираю низ, стерео-шейпер, чтобы это было в стерео. Реверберация. Open Head также срезаю просто низ. У снейра срезаю низ, убираю 800, поднимаю 4000 для читаемости. Второй бас 808, вот такая эквализация. Даю ему вот такую сатурацию. Снова компрессия. И снова контроль саб-частот. Все у нас идет на канал Drums. Это собирательный канал ударных. Тут просто собирательная компрессия SSL Comp Stereo от Waves. Кстати, очень классный плагин Kelvin. Вообще классный сатуратор. Мне очень нравится. Я его всегда юзаю на ударных. Если он вам нужен, можете мне написать, я вам могу помочь с его, так скажем, находкой. Ну и просто SUS для подавления резонанса, так сказать, на вот этих частотах. Я, в принципе, очень много в своих проектах SUS юзаю, потому что иногда я не надеюсь на эквализацию, потому что вдруг, не дай бог, что могу что-то подсрезать. Вот. А SUS это выручает и помогает. Смотрите, что у меня идет на мастер-канал. Собирательная компрессия, вот такая вот эквализация. Не спрашивайте, зачем и почему, просто я иногда беру мид-эквализацию, какие-то частоты, да, подавляю и смотрю, что мне не нравится. Также сайт. В принципе, я сделал такую обработку, и все классно зазвучало. Озон 10. Я просто поиграл со стереобазой. Как вы видите, я понижал, потому что все звучало широко. Дал гармоники эксайтерам по миду и по сайду. Винтаж EQ. 300 Гц я забустил вообще там на капельку какую-то. 2000 Гц забустил на капельку. И стабилайзером я дал amount на 56. Это плагин. Может быть, кто пользовался, есть эквалайзер, по-моему, Gulfus называется, такой инновационный плагин. То есть он сам выбирает какие-то частоты и их подавляет либо повышает. Вот, в принципе, суть работы вот этого плагина, стабилайзера, все то же самое. Кому интересно, можете изучить или написать обзор на него, могу снять. Virtual Mix Rack, вот такая сатурация, прям чуть-чуть я просто добавил, чтобы еще все как-то больше подкрасить. Ну и, конечно же, с усом Preset Balance The Grammy Awards. Подавляю и укладываю все более-менее в микс, упаковываю в пакетик и в конце обычный софт-клиппер, который, наверное, каждый второй юзает в FL-ке. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Я надеюсь, что кого-то в этом видео я смотивировал на этот стилечек. Мне, в принципе, он очень понравился. Я теперь буду в таком стиле побольше биточков делать. Ставьте лайки,
Пишите комментарии, подписывайтесь по традиции. Сейчас я вам запущу полную версию бита. Но кому нужно сведение, аранжировка и так далее, обращайтесь по ссылке в описании. Со всеми найдем общий язык. Поехали к прослушиванию.